Задача: построить развертку многогранной поверхности и нанести на ней линию пересечения. В данном случае такой многогранной поверхностью является призма. Вот эта призма, которая пересекается с конусом. У нас уже построена линия пересечения, необходимо построить развертку. Поэтому мы сегодня сосредоточимся на порядке построения развертки многогранной поверхности. То, что здесь призма четырехгранная, это ничего не значит. Точно так же, абсолютно аналогично строится развертка любой другой многогранной поверхности. Для призмы развертка, то есть вот эта грань, будет представлять собой прямоугольник. Я думаю, это ни у кого не вызывает сомнения, что это будет прямоугольник. И этот прямоугольник должен иметь размеры. Но прежде чем мы поговорим о размерах, то их надо где-то нам замерить. Длина будет здесь. Вот здесь мы ее можем померить, эту длину. Ну, в нашем случае, давайте проверим еще раз. Длина, вот она, будет до этой точки, ну, 99 миллиметров. Представляет собой такая длина. Дальше, где ширину вот этого четырехгранника мы можем с вами взять? Вот здесь, на фронтальной плоскости проекции. Почему? Потому что здесь она отображается именно в натуральную величину. Итого мы можем с вами построить сразу. Здесь отрезок длиной 99 миллиметров и ширина этой нашей будет грани 42 миллиметра. 42 миллиметра и вверх, соответственно, 99. Соединяем. Ну а теперь подумаем дальше. Это одна грань, а у него всего такие грани 4. Поэтому мы что можем спокойно сделать? Таких 4 грани изобразить. Ну, я их возьму, просто-напросто скопирую и поставлю рядом. Вторая, третья и четвертая. Вот так выглядит развертка нашего многогранника, если у этого многогранника ничего нет, никаких линий пересечения, ни с чем он не пересекается. Но у нас есть линия пересечения. И поэтому давайте мы с вами вначале обозначим грани. И начнем с грани А. Вот ее обозначим здесь. Будет у нас А. Дальше вторая грань, это идет как она у нас идет по фронтальной плоскости проекции, это Б. Потом идет С. Потом идет Д. И потом обратно та же А. Вот такие у нас ребра здесь, вот эти ребра. Дальше, теперь нам надо построить линию пересечения. Значит, сама линия пересечения у нас есть, и на линии пересечения есть точки, которые принадлежат либо самой, где-то на грани находятся, либо эти точки лежат на линии пересечения. Ну и давайте рассматривать все грани по очереди. Сначала грань, ограниченная ребрами А, Б. То есть вот эта грань. На этой грани у нас вот здесь нет ни одной точки, никакой пересечения. Никакой точки сечения здесь нет, на этой грани нет. На ребре Б у нас есть точка, которая находится на расстоянии. Давайте мы это измерим расстояние. Оно у нас идет отсюда и до сюда. Это у нас получается 50 миллиметров. Да, 50 миллиметров. Значит, что мы делаем? Отмеряем 50 миллиметров расстояние. Вот здесь по этой грани 50 миллиметров. И в этом месте, где 50 миллиметров, ставим точку. И это будет точка у нас 6. Точка 6. Подпишем сразу точки, для того, чтобы мы
ничего не запутались и не забыли. Вот эта точка 6. У нас одна она есть. Точки, принадлежащие развертке, я их обозначаю без индексов. Точно так же, как сами ребра, без индексов. Точка 6 есть. Дальше смотрим, рассматриваем грань BC. Значит, на C у нас есть точки 4. Эти точки располагаются на расстоянии. Давайте мы это расстояние измерим. Вот оно здесь. Это расстояние до точки 27. Ну и аналогично такое же расстояние сверху до точки С, до точки 4. Значит, отмеряем здесь это расстояние 27 миллиметров. В этом месте ставим точку. Дальше отмеряем расстояние 27 миллиметров. И в этом месте ставим точку. Точку подписываем. Это точка 4. Так, 4. И здесь то же самое, точка 4. Посмотрите, еще на этой грани у нас есть, кроме точки 4, есть у нас точки здесь. И, видите, 5 и есть 3. Ну, на нашей тут есть 5. Да? Есть 5. Так. И где это будет у наша точка 5 находиться? На каком-то расстоянии. В каком же расстоянии? Где мы должны измерить размер? Размер этот, вот он, здесь натуральный размер от грани С до точки 5, 21 миллиметр. То есть, что мы должны вот эту грань сместить на 21 миллиметр. Вот сюда. И здесь по этой прямой отмерить от С 21 миллиметр. Мы 21 отмерили, и здесь сверху измерить еще тоже необходимо расстояние до точки 5. Это вот это расстояние, это будет 28 миллиметров. Отмечаем, вот здесь вниз 28 миллиметров и ставим там точку. И снизу вверх отмечаем 28 миллиметров и ставим там точку. Подписываем, эта точка будет у нас здесь 5, да? 5, она принадлежит вот здесь грани BC. Подписываем точку 5. 5 здесь и 5 внизу. Подписали. Так, еще на этой грани. Точка 3, она лежит в другой грани. CD. И здесь у нас больше нет. У нас еще есть точка 1, которая принадлежит B и которая находится тоже вверху. Да? А нет, она находится у нас где? Внизу. Да, вверху больше ничего нет. Больше ничего нет. Дальше, следующее построили. Ну вот эту линию мы можем убрать, да, потому что она была у нас для чего? Для построения. Это и эта линия тоже. Теперь дальше построили 4, рассматриваем грань CD, то есть вот эту грань. На этой грани у нас лежит точка 4, лежит и лежит точка 1, и точка 3. Ну, построим сначала то, что сразу видно. Это точка 1. Расстояние от точки 1 по ребру 11 миллиметров. Значит, мы здесь отмечаем 11 миллиметров. И сверху тоже отмечаем 11 миллиметров. И ставим точки. Одна точка. Вторая точка.
И эти точки подписываем, точки будут 1. Точка 1 здесь, точка 1 здесь. В этой грани у нас еще есть это CD. Еще есть точка 3. Точка 3 лежит на грани, но со сдвигом. И этот сдвиг мы измерим. Вот он. Тоже 21 миллиметр. Да? Поэтому мы от С в сторону D отмеряем 21 миллиметр. 21 от С в сторону D. И измеряем расстояние, на котором эта точка 3 лежит. Это расстояние, вот оно. Вот оно, 16 миллиметров. Отмеряем 16 миллиметров вот здесь. С этой стороны и с другой противоположной. Отмечаем точки. Здесь и точку здесь. Подписываем. Значит, это у нас получается точка 3. Точка 3 в CD лежит. Точка 3 вот здесь. 3 и вот здесь 3. Так, теперь посмотрим дальше. Остается грань наша, вот она. DA. Ну, это мы уберем. Это было нужно для построения. Теперь DA. В DA лежит у нас точка 2 и лежит точка 8. 2 и 8. Вот они, 2 и 8. Ну, сначала давайте посмотрим, на каком расстоянии от D у нас находится точка 2. Тоже 21 миллиметр, да? От D. Поэтому мы смещаем 21 от D в сторону А. И на каком расстоянии эта точка находится? 2. Это расстояние будет у нас от точки 2 сюда. 34 миллиметра. Строим 34 миллиметра вот сюда. Так, и 34 миллиметра строим сверху. 34. В полученных концах строим точку. Так, лишнее удаляем построение. Подписываем. Значит, это у нас точка 2. Два здесь и 2 с обратной стороны. И осталось у нас еще точка построить 8, да? 8. Значит, эта точка у нас находится, точка 8 находится на расстоянии от ребра. Мы должны это померить вот здесь. 26 миллиметров. Поэтому от ребра D в сторону А. 26 смещаем D в сторону А. И расстояние до точки 8 измеряем здесь. Так, 45 миллиметров. Отмеряем 45 миллиметров вверх. 45 и вниз. В полученных местах строим точку. Вот так и вот так. Удаляем
линии построения. Подписываем точку. Точка 8, точка 8. Все готово. Теперь осталось нам сделать что? Построить вот эту линию, саму пересечения здесь на развертке призмы. Это построим красным. Это будет линия кривая. И начнем мы с точки 6, 5, 4, 3, 1, 2, 8, 8, 2, 1, 3, 4, 5 и 6. Закончили. Вот получилась наша линия пересечения. Ну, поскольку здесь призма пересекается конусом, то в этих местах ничего нет. Ничего нет. Поэтому мы сейчас построим таким вот образом. Здесь основной линии всю развертку. Так. Дальше. Вот здесь она будет идти полностью. А в остальных местах здесь будет идти у нас частично. До точки 4. До точки 1. И здесь до точки 4 и до точки 1. До точки 1. Линии в центре удалим. Вот и все. Наша задача выполнена. Развертка с линией пересечения построена.